Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодняшняя моя подборка ароматов будет посвящена Дню влюбленных, 14 февраля. В этой подборке мы поговорим об ароматах для более юных девушек. Это будут более легкие ароматы. Если вы уже не юная девушка, но любите легкие ароматы, то это для вас. Также будут ароматы для более взрослых дам, или же если вы собираетесь на какой-то вечерний выход в ресторан, и вам нужен более такой тяжелый, скажем, аромат, то также эту тему мы затронем. А также еще будет один небольшой бонус в конце, аромат для еще одной категории. Итак, начнем. Вот здесь ароматы для более юных девушек. Это цветочные легкие ароматы. Например, это Versace Eros. Это туалетная вода. Это аромат для меня с нотой леденцовости. Очень такой юный аромат. Вот прям так и можно выразиться. Аромат для очень юных девушек. Хотя я видела, что и блогеры постарше показывают этот аромат и носят его, и любят. Конфетная, чуть сладковатая и цветочная. И вот какой-то вайб юности для меня есть в этом аромате. Поэтому я его рекомендую девушкам юным, незамужним, ну, а также тем, кому постарше, но кто любит такие вот ароматы такого плана. Следующий аромат это L'Amour от марки Lalique. Вообще это аромат для меня об очень таких хрустальных свежих цветах. Это какие-то такие утренние цветы, весенние цветы. В первых нотах здесь вообще настолько хрустальное звучание, настолько свежее. В средних нотах он становится более таким, более туберозным, немножко заслащивается. Но тем не менее, этот аромат звучит очень по-весеннему, очень свежо, очень ненавязчиво, элегантно, женственно. Поэтому этот аромат я тоже рекомендую на День влюбленных и молодым девушкам, и девушкам, опять же, кто любит такое направление ароматов. Вот я, например, люблю, хоть я уже не юная, но люблю этот аромат, особенно носить его весной, в преддверии весны. И вот 14 февраля это прекрасный повод его надеть. Следующий аромат это копия, недорогая совершенно копия, на марку Bodyche Victorious, называется героиня в переводе. Это тоже очень легкий женственный аромат с нотами уходовости, пудровыми нотами, цветочными нотами. Также он ненавязчивый, я тут ощущаю гардению, подойдет молодым и не очень молодым, но кто любит такие вот уходовые ароматы. Пудровые, кремовые. Эта линейка стоит где-то около 800 рублей в моем регионе, по крайней мере в интернете можно найти дешевле. Также и Lalique тоже недорогие ароматы, Versace тоже ароматы не слишком дорогие, поэтому, мне кажется, и молодые девушки смогут позволить себе эти ароматы. Следующая группа, которую я хочу представить вашему вниманию, это ароматы для более взрослых девушек, ну, скажем, 25, наверное, до 45. Это уже итак аромат ко Дню влюбленных для взрослой девушки, скажем так. Так, номер один это у меня Alien Flora Futura от Mugler. Это жасминовый аромат, амбровый. Он тоже для меня легкий аромат, я летом его также могу носить, и на День влюбленных он неплохо подойдет. Потому что он легкий, женственный, ненавязчивый, никого не задушит. Вашего мужчину не задушит, если вы пойдете куда-то отметить праздник. Но он и не настолько легкий, чтобы считать его таким юношеским, да. Если вы собираетесь на какой-то дневной выход отметить День влюбленных в пиццерию или же просто прогуляться по городу в этот день. Итак, Alien Flora Futura как нельзя лучше подойдет, да, более дневной аромат. На возраст 25+, жасминовый, амбровый, чуть сладковатый. В нем ощущается ДНК алиена, но он более облегченный, скажем так, и никого не задушит. Следующий аромат это Flower от Kenzo.
тоже аромат очень цветочный, такой тоже легкий, ненавязчивый, такой жизнерадостный. В нем есть и роза, и мак, и какие-то смолы есть, апопонакс, гидеон. То есть аромат такой, не назовешь его слишком легким, слишком молодежным, я его не назову. В нем очень такой мощный цветочный блок, но присутствует также какая-то интересная нота, такая вот смолистая, ладанная, которая делает его вот не просто цветочной поливалкой, да, а таким вот более интересным для меня. Следующий аромат это Memo, французская кожа, French Leather. Для меня он звучит в духе уходовых средств. Это роза в сочетании с нотами кожи, нотами мускуса. Кожаные ноты здесь не агрессивные, не тяжелые. Они звучат скорее в первой фазе раскрытия аромата. То есть в дальнейшем он будет на вас пахнуть просто каким-то дорогим уходовым средством, таким розно-мускусным ароматом. Это такой аромат не тяжелый, ближе к легким ароматам. Такое цветочно-мускусное направление, что говорит о его ненавязчивости, неудушливости, то есть никого не задушит, не будет напрягать. Роза дает ему вот это романтическое настроение, которое связывает этот аромат с днем всех влюбленных. И этот аромат нравится мужчинам, так как он такой нежный, тонкий аромат, звучит дорого, звучит, знаете, как вот, мне кажется, он как-то уменьшает возраст своей носительницы и как-то омолаживает ваш образ. Мне кажется, это аромат такой вот светлый, да, вот, возможно, он подходит для блондинки больше. Если вы вот хотите создать такой вот светлый образ, да, то он может подойти для этой цели. Если у вас, допустим, первое свидание, вот чтобы создать такой вот ореол какой-то такой легкости, воздушности, вот такой вот аромат, французская кожа. Итак, мы рассмотрели с вами ароматы для юных девушек. Это вот эти ароматы. И для тех, кто молод в душе и хочет создать такой вот легкий, ненавязчивый образ, уже более плотные, насыщенные, но еще относящиеся к дневным ароматам. Для выхода на День Валентина можно днем какое-то заведение, вы решите праздновать этот праздник. Теперь мы рассмотрим ароматы для вечернего выхода. В ночном заведении, в каком-то ресторане. Какой-то более нужен такой аромат плотный, чувственный, тяжелый, в хорошем смысле этого слова, то вам подойдут следующие ароматы. Это So Elixir от бренда Yves Rocher. Он относится к линейке ароматов So Elixir, но вот этот аромат мне нравится больше всех из этой линейки. Он очень такой цветочный, жасминовый, но он имеет в себе такое вот теплое звучание, теплое раскрытие. Это не какие-то хрустальные звенящие цветы, а цветы такие с теплым оттенком. Но опять же, все равно эти цветы нас относят к приближающейся весне. Вот такое создает настроение какой-то приближающейся уже весенней погоды. Какую-то навевают какие-то романтические мысли. Вот я сегодня с утра нанесла этот аромат, несмотря на то, что я его рекомендую как вечерний, но я решила его распробовать, давно им не пользовалась. И каково же было мое удивление, когда он раскрылся таким красивым букетом на какой-то такой сладкой подложке. Какой-то настолько такой, знаете, аромат, который не оставляет равнодушной. Он действительно создает такое весеннее настроение. Так как еще все-таки на улице не тепло, еще все-таки холодно, то он согревает, но в то же время он раскрывается цветами и как бы сообщает нам, что весна не за горами. Вот так бы я его охарактеризовала, что он согревающий, такой мягкий, обволакивающий, в нем нет никакой колкости. Вот как-то так интересно собраны ноты, да, цветы, они
такие округлые, теплые, бархатистые, не содержит каких-то колких или выбивающихся нот. Все очень сбалансировано. Следующий аромат тоже из бюджетных. Это Avon Premier Luxe. Классический. Так, есть еще фланкеры, но у меня вот пробник классического Premier Luxe. Тоже аромат чем-то схож с предыдущим. Также имеет жасминовое цветочное звучание. В нем и гордыня, и магнолия, и жасмин. В общем, довольно-таки богатый букет цветов. Содержит он также фруктовые ноты. По-моему, это смородина, гранат, если не ошибаюсь. Да, здесь добавлена сладость фруктов, грандифлора, что бы это ни значило, присутствует в этом аромате. Флора, это, возможно, это цветок грандифлора. Вот, то есть это аромат похожий на предыдущий, тоже богатый цветочный букет, но также более сладкие фруктовые ноты здесь присутствуют, поэтому он будет послаще, чем свой эликсир. Тоже такой очень насыщенный, такой шлейфовый аромат, тоже такой вечерний, глубокий, создающий тоже вокруг вас ауру какой-то, не побоюсь этого слова, сексуальности. Мне кажется, вот он очень какой-то вот манящий такой. Вот у меня есть много пробников от марки Avon. Когда я составляла подборку, да, и я хотела найти какой-то бюджетный аромат из сетевых марок, хотела подобрать ароматы наряду с люксовыми. И вот все, что я пересмотрела, оказалось мне не подходящим. Вот Premier Luxe мне понравился именно в контексте 14 февраля, и как вечерний аромат. Вот настолько он какой-то очень женственный, создает цветочная пыльца, наверное, создает такое вот ощущение медовости в нем. То есть, конечно, здесь довольно-таки богатая пирамида, как мне кажется. И два люксовых аромата также у меня в этой категории для Дня всех влюбленных, для вечернего выхода. Это Elisa Up аромат. Elisa Up Le Parfum. Это аромат уже, как мне кажется, чуть более такой легкий, чем предыдущий, чуть более такой с кислинкой аромат, с какими-то нотами шампанского, белого вина, шампанского или виноградного сока. Вот такая есть в нем нота. Также это жасмин и цветы. Тоже такой насыщенный аромат. Его можно, конечно, и на дневной выход, но так как у нас День Валентина и на вечер я, допустим, на вечер не выбираю гурманские слишком ароматы для этого праздника. Мне хочется больше каких-то цветочных, таких в более таком предвесеннем настроении, да. Поэтому я выбираю в основном цветочные ароматы, конечно, по-разному обыгранные. Тоже хочется вам показать варианты какие-то, не все прям в одном ключе. Поэтому вот это тоже цветочный аромат, но еще с нотами шампанского. На мой нос вот он так пахнет. И еще аромат в этой категории, как по мне, можно использовать и в Saint Laurent Black Opium. Это у меня версия Nuit Blanche, белая ночь. Это, конечно, уже более гурманская история, но мне кажется, вот тяжелая артиллерия, я бы так выразилась. Если вы хотите более гурманского, такого более тяжелого, насыщенного звучания аромата, и куда-то идете в ночной клуб, Black Opium прям очень такой соблазнительный аромат. Здесь и кофе, и ягоды, и цветы, и шоколад. В общем, эта линейка такая очень, она и гурманская, и там, возможно, и пачули, и ваниль присутствует в этих ароматах. Вот там любой аромат вам подойдет, если вы обратите внимание на эту линейку. Там очень много фланкеров вышло за последние годы. Он не чересчур перегружен сладостью. В нем есть и какие-то ноты, которые не дают ему скатиться в сладость. Возможно, какие-то красные ягоды или какая-то ягодность в верхних нотах. И также алкогольность присутствует. То есть это не такой прямо, знаете, как не попослепательный, скажем, аромат. Последний аромат, который я хочу сегодня показать, это для кого этот аромат, да? Это у нас Dior Homme Intense. Да, вы не ослышались, это мужской аромат.
Он позиционируется как мужской. Я бы его могла порекомендовать девушкам и женщинам, которые не любят слишком женственные ароматы. Фиалковый аромат, пудровый, ирисовый. Это уже классический такой мужской аромат, но для меня он звучит абсолютно как унисекс. Я спокойно могла бы и на себе его носить, хотя у меня не короткая стрижка, и я ношу юбки также, но мне очень нравится этот аромат. В нем есть и такие свежие мужские нотки, и вот эта пудровость, которая делает его более унисексовым и универсальным для мужчин и женщин. Также на коже он в средних нотах раскрывается вот какими-то цветами. Мне кажется, вот мужские ноты как-то сглаживаются, вот эти вот колкие, да, какие-то ноты, которые выдают, да, его такую вот направленность несколько брутальную. И в средних нотах он становится более таким цветочным, что ли, да, какие-то цветы вплетаются в эту композицию. И звучание становится более мягким, округлым, тоже с какой-то долей уходовости, с какой-то долей такого, да, чистого тела, с какими-то нотами уходовых средств. Вот такой вот аромат. Он, да, он не является таким классически женственным, то есть для девушек, которые вот не любят вот эти все там рюшики, да, бантики. Вот есть такие дамы, мне кажется, которые это все не любят и могли бы спокойно носить такой аромат. И вот как аромат также и на День влюбленных. Если у вас также и вечерний выход, все-таки это Dior, это статусный такой дорого звучащий аромат, то для ресторана подойдет. Также и на дневной выход. В общем, аромат, мне кажется, такой на любое время суток подойдет. Согласитесь, что иногда, да, какой-то супер женственный аромат, он не подойдет девушке, у которой короткая стрижка, которая больше ходит в брюках, возможно, в брючном костюме. И, возможно, она захочет вот что-то такое. Вот такая получилась у меня подборочка. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. На этом я заканчиваю это видео. Желаю всем прекрасного настроения, отметить День Святого Валентина так, как вам бы этого хотелось. Хорошего настроения, хорошего дня, классных подарков, конечно же, цветов, поздравлений. У кого еще нет второй половинки, желаю встретить в этот праздник или же в любой другой день. Пока-пока.